Всем привет! Меня зовут Оксана, и вы на моем рукодельном канале. Если вы вяжете сверху вниз какое-либо изделие и не знаете, как закрыть петли, я вам покажу очень простой и легкий способ. Такое закрытие подойдет для лицевой глади, резинки 1 на 1, резинки 2 на 2, ну и какого-либо другого узора. Закрытие получается эластичное и не стягивает полотно. Как вы видите, я связала 3 образца. Это у меня лицевая гладь, резинка 1 на 1 и резинка 2 на 2. Сейчас я вам покажу разные варианты закрытия. Одно и то же, но варианты разные. Начнем с самого простого, это с лицевой глади. Итак, закрываем лицевую гладь. Мы, смотрите, вот первая и вторая петля. Мы проходим через первую, но смотрите внимательно, где у вас стенка петли находится. Вот у меня правая стенка петли перед работой. Если у вас вот так стоит, вот видите, за работой стоит правая стенка петли, ее надо развернуть, чтобы она была перед работой, так вам будет удобнее. Итак, через кромочную проходим, захватываем, как вы вязали бы лицевыми, и провязывайте эту лицевую петлю и сбрасываете. Одеваете петлю обратно, снова подхватываете петлю, провязываете лицевой. Так вот, берете, находите, провязываете лицевой и сбрасываете. Снова одеваете обратно, подхватываете петлю, провязываете лицевой и сбрасываете. Так вы регулируете натяжение нити. Если хотите прям слабенько, то туго не затягиваем. Если хотите потуже, вот раз, подтянули и затянули. Снова заходите, захватываете и провязываете. Не всегда может получаться провязать. Вот. Это лицевую гладь вот так просто вот закрывать. Это вот если быстро закрывать, я вам сейчас показываю. Вот берете вот. Очень легкое закрытие, простое, несложное. Вот так растягиваем, раз, поддели, пропустили. И в конце просто вот тоже последнюю петлю провязываем. Все, вот закрыли петли. Можно отрезать нитку, ну, вот еще последнюю петлю, все. Да? И получилось вот такое вот закрытие. Вот смотрите у вас. Вот. Видите, оно эластичное. Вот с одной и со второй стороны вот так смотрится в лицевой глади. Теперь давайте попробуем закрыть резинку 1 на 1. Вот у нас резинка. Одна лицевая, одна изнаночная. Как мы закрываем петли. Тоже внимательно смотрим, где правая стенка петли. Вот она у нас перед работой. То мы снова так же, как и лицевую, захватываем нитку, провязываем вот лицевой и скидываем. Все. Следующая идет изнаночная. Тоже смотрите, за какую стенку вязать. Вот. Она у меня развернута правильно, изнаночная может вот так быть развернутая, тоже за работой. Вы ее разворачиваете, чтобы перед работой была, одеваете петлю и снова через эту петлю провязываете лицевой, скидываете, одеваете, следующую петлю провязываете, скидываете, снова также провязываем.
скидываем. Все, вот так точно, как и лицевую провяз. Сейчас я довяжу и покажу вам, как получается. Вот так это закрытие смотрится на резинке 1 на 1. Видите, оно прям очень эластичное. Если вы вяжете, например, носочки, да, снизу вверх, или горловину вам надо, чтобы она не туго была. Видите, вот так вы закроете и ничего тянуть не будет. Вот со второй стороны, как это смотрится. И с лицевой. Но сейчас покажу еще один вариант. Резинку 1 на 1 можно точно так же закрыть. Я это покажу на резинке 2 на 2. Как это можно сделать по-другому. Еще видите, чтобы не такая косичка была, а по-другому. Итак, берем резиночку 2 на 2. Вот так оно у меня выглядит. И что мы делаем? Мы берем и 2 ряда вяжем лицевой гладью. Вот это лицевая сторона. Провязываем лицевыми петлями весь ряд. Провязали лицевыми петлями, разворачиваем вязание и вяжем в обратную сторону изнаночными петлями. Первую петлю снимаем, провязываем изнаночными петлями. Меня спрашивают, как я вяжу изнаночную. Так, я вяжу классическую изнаночную вот таким вот способом. Можно, конечно, палец не перекидывать, просто вот так делать, но у меня не очень это получается, поэтому я вот так пальчиком помогаю провязывать изнаночную петлю. Классика именно, не бабушкиной. Я вот сейчас классикой провяжу, и правая стенка петли у меня будет перед работой, и мне не придется ее разворачивать при закрытии петель. Так, последнее, видите, я провязываю бабушкину. Разворачиваем вязание. Все, я, смотрите, вот провязала 2 лицевых ряда и закрываю точно так же, вот как я вам показывала, как я закрывала, да, в лицевой глади. Но там темная пряжа, может, вы плохо рассмотрели. Итак, первую проходим, да, захватываем вторую ниточку, вытягиваем ее, захватываем нить и провязываем ее лицевой. Если нитка слоится, то вот так будет, как у меня. Так, все, вот провязали. Снова одеваем обратно. Если хотите потуже, подтягиваем ниточку. Если послабже, то расслабляем петлю. Заходим, захватываем, вот вытягиваем, захватываем нить и провязываем через вот эту петельку. Все, скинули. Снова одеваем обратно, захватываем и провязываем петлю. Все. И вот так вот раз, захватили, провязали. Снова раз, захватили, провязали. Раз, вот так подтянули петельку, видите, чтобы она не сильно растянутая была, если вы не хотите край сильно растянутый. И провязываете. И вот так закрываете до конца весь ряд. Все.
Я закрыла петли, и смотрите, как красиво получается, да? Вот это закрытие мне больше всего нравится, когда провязываешь 2 лицевых ряда. Если вяжете по кругу, то просто 2 лицевых ряда провязывайте. Если поворотными рядами туда-сюда вот провязали. И смотрите, вот самое классно смотрится вот так. Мне вот больше всего нравится. Резинку 1 на 1 можно тоже сделать вот таким же руликом. Вот. Ну а лицевая гладь, она уже, видите, вот так сделана, связана. Вот. Вот такое вот интересное закрытие петель. Напишите, может, вы знаете, как оно называется и какой вам больше вариант понравился. Мне вот этот. Ну, вот этот тоже как вариант. Но можно сделать вот таким вот руликом. Давайте я покажу, как распускается еще этот набор петель, потому что он сложно распускается. Итак, смотрите, вот берем, вот распускаем, да. Я хочу показать все-таки руликом, да. Снимаем петлю, видите, она вот здесь, вот надо вот так пододевать и пропускать, вот. Вот видите, раз петелька. И 2 петелька, раз, и вот отсюда вот снова 2, раз и 2. Так что вот так вы будете распускать, если закроете таким способом. Немного придется заморочиться с распусканием, но я этот момент тоже очень хотела вам показать. Я сейчас распущу и покажу вам, если провязать 2 лицевых ряда, как будет смотреться закрытие на резинке 1 на 1. Смотрите, я перезакрыла с валиком, да, с 2 лицевыми, и вот так оно смотрится. Вот если провязать 2 лицевых ряда и закрыть, видите, очень классно. Мне кажется, вот таким способом даже больше нравится, вот, когда провязывается этот валик. Все, я вам отлично все, я думаю, показала наглядно. Жду ваши комментарии и всем пока-пока. До новых встреч на моем канале.